Друзья, всем привет! Сегодня разберем такую, не очень приятную новость для украинских беженцев, которые находятся в Германии и которая прилетела к нам из Баварии, которая родилась в Баварии и которая, в принципе, касается каждого украинского беженца, который проживает в Германии. Представляете, представители баварской парламентской партии АФД предложили депортировать абсолютно всех украинских беженцев обратно на родину в Украину. Да-да, друзья, вы не ослышались. АФД хочет немедленно депортировать всех украинских военных беженцев. Представитель парламентской группы этой партии в парламенте федеральной земли Баварии, Катрин Эбнер-Штайнер, вот ее видите на экране, эту даму, она выразила позицию этой группы и заявила, что Германия наводнена в настоящее время получателями пособий. Это касается, в принципе, всех беженцев, и в том числе и украинских беженцев, которые не желают интегрироваться. Я думаю, что там не сказано конкретно, кого оно касается, но я думаю, что это было сделано, заявление, исходя из той статистики, которую мы имеем на сегодня, что только 30% через 3 года украинских беженцев трудоспособных, они работают в Германии. И то в эти 30% не все работают полное время. То есть есть там мини-джобы и частичная занятость. То есть это как бы не совсем хорошая статистика. То есть очень мало. Понимаете? Поэтому она и считает, что беженцы есть такие, которые не хотят интегрироваться, не желают. По этой причине она озвучила предложение своей партии АФД. Первое. Это немедленно депортировать на родину всех украинских беженцев без вообще исключения. И детей, женщин, стариков, пенсионеров, абсолютно всех. Даже там была приведена цифра 1 миллион 200 тысяч примерно. Это первое. Второе. Построить заборы на внешних границах Европейского Союза и не пускать вообще никаких нелегальных мигрантов. Потом закрыть большинство мечетей на территории ФРГ, потому что она считает, что там проповедуют исламизм, да, учат исламизму и так далее. И отменить беженцам все денежные пособия. Значит, что касается первого пункта. По ее задумке, все украинские беженцы, которые должны будут покинуть ФРГ даже сейчас. То есть тогда, когда идет война. Понимаете? То есть, говорит, вопросов нету, не надо ждать окончания войны, то есть пусть уезжают сейчас. Почему? Потому что она говорит, что Украина большая, в Украине очень много есть территорий и областей, где абсолютно безопасно находиться и проживать, и что эти беженцы пусть едут на эти территории. Это Закарпатская область, Черновицкая, Львовская, в основном это западные регионы Украины. Пусть едут туда. И пусть они уезжают прямо сейчас. То есть этот вопрос надо решать. Пусть возвращаются. Это касаемо украинских беженцев. Кроме этого, она считает, что необходимо немецким городам и муниципалитетам в Баварии дать разрешение, чтобы они в связи с огромным наплывом беженцев, в связи с тем, что они не могут уже найти место, куда бы расселить все прибывающих и прибывающих просителей убежища. Это касается тоже и беженцев из Украины, и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Так вот, дать им разрешение местным властям районов, да, чтобы они вводили чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища, что уже все переполнено. Мы вводим чрезвычайную ситуацию, селить некуда. И на этом основании отказывать прибывающим просителям убежища в помощи и в расселении. Пусть что хотят, то и делают. Кроме этого, она также считает, что беженцы без исключения должны получать в Германии, кому разрешено оставаться, да, и кто получил убежище уже, им надо отменить все полностью денежные пособия и выдавать им пособия в натуральной форме. То есть пришел,
выдали пакет с едой на неделю, грубо, ну я утрирую, понятно, и все там, мыльно-рыльные, одежду какую-то и так далее. Все, пошел и живешь. Никаких денег вообще. И поэтому она также говорит, что зачем вводить эту специальную платежную карту, о которой тоже все толдычат, и я уже тоже рассказывал, там штук уже 10 этих видео снимал. Вот. Зачем это вводить? Столько денег государство потратило на эту карту, они там ее все равно обходят стороной, появились активисты. Зачем? Убрать эту карту, никаких денег, вот, пожалуйста, пакет получили с едой и на этом все. Вот такое предложение. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал АфД врагом системы. Это было там пару месяцев назад. Сейчас давайте я вам расскажу позицию, официальную позицию федерального правительства касаемо беженцев и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока и украинских военных беженцев, как в Германии называют украинцев. Позиция следующая. Те, кто интегрировался, те, кто нашел работу, те, кто не получает никаких денежных пособий, это ценный член немецкого общества. Таких людей надо ценить. Я это уже неоднократно говорил, да вы сами это и знаете. То есть, кто работает, вопросов нет, пусть живут, пусть остаются, зеленый свет. А те, кто не работает, те, кто получает пособия и годами не работал, пожалуйста, на выход. Такие не нужны немецкому обществу. Теперь давайте рассмотрим высказывания, вот, которые я вам озвучил, АфД баварской парламентской группы с точки зрения с юридической точки зрения. Значит, первое. Для реализации вот этих всех предложений необходимо менять Конституцию Германии. Никто этого делать не будет. Это первое. Второе. Эти высказывания и предложения однозначно противоречат европейскому законодательству в сфере предоставления убежища. То есть надо еще и европейское законодательство менять, чтобы это все реализовать, о чем она говорила. Вот. Ну и, соответственно, уже не юридическое, то, что у АфД в настоящее время нет в парламенте большинства голосов. То есть они реально это законодательство не изменят. То есть, скорее всего, эти все предложения из Баварии, это всего, скорее всего, политический пиар перед выборами. То есть зарабатывание политических очков. Вот и все. Но, скажу другое, политические очки, там, зарабатывание политических очков это одно, но не надо забывать, друзья, что АфД по популярности среди немецких избирателей по статистике занимает второе место сейчас. Что будет через год, неизвестно, но сейчас занимает партия второе место. Опять же, внесу коррективы, лидер этой партии в прошлом заявляла, что эта партия предлагает очень жесткую политику в сфере миграции в отношении тех беженцев, которые не интегрированы в Германии, которые не работают, которые бездельничают. Понимаете? Такие однозначно Германии не нужны, такие, и преступники там понятно, всех их депортировать, они не нужны. Но те, кто работает, те, кто сам себя обеспечивает, те, кто ведут абсолютно законопослушный образ жизни, вопросов нет. Она не против этих людей, и партия не против, понимаете? Они говорят, пусть остаются, пусть работают. Они приносят своей работой прибыль там и так далее. То есть делают благое дело. Они прекрасно это понимают. И таких людей не надо никуда депортировать. И это тоже позиция партии. И сама лидер этой партии тоже об этом неоднократно говорила. Вот и все. Поэтому не надо путать, скажем так, корзинки. Вот такая ситуация. Ну и для украинских беженцев, друзья, я уже давно это говорил в своих видео. Еще раз повторюсь. То есть не сидите на месте. И касается тех, кто не хочет возвращаться в Украину после окончания временной защиты. Те, кто хочет, понятно, они не работают и работать не будут. Но те, кто не хочет, те, кто хочет остаться жить дальше в Германии, друзья, вы должны уже сейчас устраиваться на работу. Сейчас, понятно, очень сложное законодательство, то есть если вы не подтвердили свое образование, если у вас нет квалификации профессиональной там, и вы работаете, скажем так, без подтверждения диплома, то да, вопросов нет. Сейчас в настоящее время это сложно осуществить, перейти на там, другие рабочие параграфы 18а, 18б. Да? Вот. Но
надо все равно уходить от пособий, надо все равно устраиваться на работу и от государства не зависеть, чтобы вы сами себя обеспечивали. Почему? Потому что, возможно, если будут вноситься изменения в законодательство именно для касаемо украинских беженцев и делаться будет какая-то льготная, скажем так, альтернатива временной защиты, да, чтобы люди могли, как, например, в Чехии и в Австрии перейти на другие параграфы, то это будет касаться, и эти льготы будут предоставлены немецким правительством только для тех украинских беженцев, которые работают, которые не получают денежные пособия ни в каком виде, то есть которые сами себя обеспечивают, потому что они нужны Германии, они нужны экономике Германии, они приносят пользу и приносят прибыль Германии, понимаете? Вот для них возможны варианты и будут, опять же это возможно, а возможно и нет, поэтому надо переходить, потому что если будете безработными, однозначно до свидания, никто вам руку помощи не предложит, я имею в виду из правительства. Вот так. Для того, чтобы перейти, необходимо уже сейчас позаботиться о документах. Мы видим, какая сейчас ситуация в Украине творится с водительскими правами. Не выдают, требуют, чтобы лично ехал, с паспортами заграничными. Люди еще по закону получили до введения этих всех законов, да, а им все равно не выдают. Поэтому неизвестно, что будет дальше. Возможно, примут Украина такие решения, что дальше вообще невозможно будет мужчине получить документы. Только надо будет лично ехать вначале в ТЦК, а потом уже в другие органы. Пока такая возможность есть, подготовить заранее все документы. Что за документы, повторяться не буду. Вот моя электронная почта. Пишите мне письма. Роман, мне необходимо перечень документов для легализации в Германии. Как они должны быть оформлены, я вам высылаю всю эту информацию, вы читаете, там все подробно и четко написано. Вот и все, чтобы я не повторялся. Обязательно указывайте имя, перечень документов, телефон ваш, ну и ваш e-mail. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.